Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня я вам показываю мужскую стрижку с сюрпризом. Смотрите ролик до конца. Let's go, друзья! Вот наш клиент. Сразу скажу, что вначале мы стригли на расческе машинкой без насадки. Это была практика у студентов, и нам нужно было отработать этот маневр. Мы немного подстригли этим способом, убедились в том, что это не лучший вариант для такого качества волос. И дальше мы стрижем другим способом. Такой способ вы часто видите в видеороликах, и я могу сказать, что на тонких и непослушных волосах лучше такой способ не применять. Степ 1. Беру машинку, насадку номер 4, 12 миллиметров. Включаю турборежим, потому что волос тонкий, мягкий и непослушный. Если у вас нет турборежима, не расстраивайтесь, просто будете немного дольше стричь. Тонкий и непослушный волос плохо поддается стрижке машинкой. В любом случае надо стричь неоднократно по одному и тому же месту для чистоты стрижки. Уровень степ 1 до височного выступа. Машинкой насадкой номер 4 стрижем всю зону до височных выступов. Машинкой мы стрижем всегда против роста волос. Степ 2 или второй шаг. Машинкой, насадкой номер 1, 3 миллиметра, стригу всю оставшуюся часть волос до уровня степ 1 или до первого шага. Стригу против роста волос. Для чистоты стрижки стрижем долго, тщательно, и в некоторых местах даже можно натянуть кожу, чтобы машинка легче проходила по поверхности головы. Движение машинкой
скользящие, направлены точно вверх. Степ 3 или третий шаг. Соединение двух шагов, первого и второго. Между первым и вторым шагом есть зона, которую надо подстричь. Это называется сведение зон. Делаю это на расческе машинкой без насадки. Расческа строго диагонально. С левой стороны противоположная диагональ. Степ 4 или четвертый шаг. Сметаю волос жесткой щеткой, машинкой без насадки, стрижем окантовку. В данной стрижке окантовка не четкая, потому что волосы седые, мягкие, редкие в зоне окантовки, и такого качества волосы легко сводить с насадкой номер 1 3 мм. Получился эффект градиента. Степ 5 или пятый шаг. Вот он, обещанный сюрприз. Это стрижка бороды. Как можно подстричь бороду, если вы не знаете, как это делать? Насадкой номер 2 6 мм я стригу все волосы. Эта насадка самая популярная для стрижки бороды такого типа. Я имею в виду, если ваш клиент не фанат барбершопов, просто хочет подстричь и оформить бороду, то берется насадка и стрижется вся борода этой насадкой. Стрижем против роста волос. Для удобства натягиваем кожу. В процессе стрижки бороды клиент тоже участвует. Он делает всякие гримасы для того, чтобы мастеру было легче подстричь бороду. Обычно клиенты знают, что делать в эти моменты. Если не знают, значит мастер сам говорит: надуйте губы. Ну, в общем, тут без комментариев вы видите, что клиент постоянно участвует в этом процессе. Усы тоже стригутся этой же насадкой. Степ 6 или шестой шаг. Этой же насадкой стрижем брови клиенту.
Но бороду мы еще не достригли. Просто насадка на машинке одета, и надо одной насадкой подстричь все участки, которые стригутся данной насадкой. Брови стригутся против роста волос. Не все клиенты стригут брови, поэтому перед этим шагом надо с клиентом посоветоваться. Степ 7 или 7-й шаг. Стригу зону окантовки машинкой без насадки. Делаю более графичную окантовку. Захожу за линию окантовки на 2-3 максимум миллиметра. Степ 8 или 8-й шаг. Насадкой для бритья под 0 брею клиенту щеки. Делаем более графичную линию бороды. Для этого надо убрать все волосы под 0, которые находятся вне линии бороды. Если у вас нет такой машинки или такой насадки, то можно сделать то же самое опасной бритвой. Степ 9 или 9-й шаг. Сметаем все волосы жесткой щеткой и придаем форму бороде. Машинкой без насадки стрижем четкую линию бороды. Как правило, она у клиентов своя. Ее нужно немного дооформить. Идет эта линия по форме скул клиента. Степ 10 или 10-й шаг. После придания формы бороде бреем все волосы под 0, включая зону шеи. Таким образом мы придаем бороде более выразительный графичный вид. Я очень часто пользуюсь такой машинкой, триммером, которая бреет волосы под 0. Естественно, следим за симметрией бороды. В завершении дорабатываем мелкие погрешности. Вот, дорогие друзья, что у нас было, что получилось. Клиент был несказанно счастлив, что мы взялись за его бороду. На мой взгляд, ничего сложного в этом нет. Всему можно научиться, если захотеть. Вот он, мой сюрприз. Это оформление бороды. Если вы не знаете, как стричь бороду, боитесь даже этого, ничего страшного, как видите, даже студенты справляются с этим с первого раза. Поэтому, дорогие друзья, все намного проще, чем кажется. Не надо бояться экспериментировать, ничего сверхъестественного в парикмахерском искусстве нет. Просто есть какие-то определенные свои маленькие правила и законы.
Надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.